Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, ретроградный Уран до 31 декабря. Как изменится моя жизнь? Давайте узнаем, что думают карты. Что нам они подскажут, как для вашего знака зодиака вот эта ретроградность Урана может проиграться? И что происходит в этот период? Очень важным значением будет предыдущий ваш период жизни. Внимание, со времени 22 января по 18 августа. Днями раньше, может быть, пару дней позже. Но какие-то события, которые были у вас очень важными на повестке дня. Может быть, это была какая-то ломка шаблона. Или не случайная случайность. Или какая-то метаморфоза в вашей жизни. Или что-то вышло из всех сфер на первый план, что-то было наиболее актуальное. Вот проиграйте назад, открутите, может быть, как киноленту, свои собственные истории жизни назад и попытайтесь вспомнить, что для вас было в приоритете. Вот именно теперь нам словно ретроградный Уран выделит те темы, где мы чувствуем, что в чем-то застряли. Он побуждает нас как раз приветствовать вот эти изменения и хочет, чтобы мы жили вот уже с этой новой точки отсчета и создали стабильность вокруг всего того, что, может быть, сложилось и выглядит непростым. И первый шаг — принять какую-то реальность, принять изменяющиеся события или уже изменившиеся обстоятельства. И за период с сентября по декабрь это будет своеобразный путь воина, но не в том плане, что мы с кем-то воюем, кому-то что-то доказываем, а это воин в душе, когда мы готовы к любым поворотам событий жизни, и мы пользуемся этими неожиданностями, этой свободой или нестандартными действиями для того, чтобы научиться плыть по течению вот в этой самой новой реальности. Давайте мы узнаем, как для вас, мои дорогие стрельцы, проиграется остаток года, вот эти месяцы, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. И в чем вам будет, вашему знаку зодиаку, импонировать как раз ретроградный Уран, как видят это карты, по крайней мере. Важное событие. Будет такая карта. Прекрасная карта, во-первых, у нас все под контролем. А у кого-то это 5 минут до старта. Может быть, поездка, которую вы планируете, и кажется, ну вот-вот я уже что-то осуществлю. По этой карте, может быть, даже вот за этот период ретроградности, за 4 месяца, вы пересмотрите свои планы и отправитесь не в том направлении, в котором прежде предполагали, а как будто поездка или переезд состоится, но, может быть, в другую местность. Или вы можете что-то переиграть, потому что, опять же, обстоятельства в вашей жизни вам дают какие-то новые перспективы. По этой карте перспективы, и как будто человек ждет, момента определенного. Он к чему-то готовился длительное время. И вот теперь это короткий старт или низкий старт. Куда-то отправиться или что-то для себя осуществить. Но мы все контролируем, и это само по себе здорово. Давайте мы узнаем, что же нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие стрельцы, с ретроградным Ураном. У кого-то вопросы детей, у кого-то вопросы, связанные с вашим творчеством. Это карта вдохновения, когда мы можем воодушевлены быть каким-то предложением или какой-то новостью, или мы сами себе поставили какие-то задачи или какое-либо дело, которым нам именно хочется заниматься. Не то, что нас заставляют, нет, есть наш интерес по этой карте. Или есть какое-то предложение, у кого-то проиграются вопросы личной жизни, как будто есть обновление. Может быть, обновление в вашей семье, она увеличивается, такое тоже может быть. Или какие-то приятные предложения, касаемые от вашего знакомого, если вы, допустим, один или одна. Или какая-то ваша личная история здесь тоже, словно, так, с приятным каким-то подсмыслом может получить новое развитие. И так у кого-то может проиграться. Какие неожиданности, давайте узнаем, могут быть до конца года с ретроградным Ураном. И правда, у кого-то неожиданности, связанные с детьми. А у кого-то неожиданности, когда мы узнаем какую-то тайну. Значит, какие-то сюрпризы так теоретически могут еще посетить до конца года. И мы должны с этим как будто разобраться или как минимум подумать, как мы это можем применить на благо себе. По пажу мечей есть какая-то истина и конкретика.
которой нужно уделить внимание. Может быть, это будет сопряжено с тем, что мы будем искать информацию, как осуществить какой-то свой проект, обращаться к специалистам, может быть, к адвокатам, к юристам, чтобы выяснить, как правильно действовать. Вот так может быть. Мы, словно сами ученики, готовы учиться в плане поиска этой информации, потому что для чего-то это нам необходимо. Два пажа с тройкой жезлов. Тут какая-то либо смена деятельности, либо новая должность, либо изменения в личной жизни, или, может быть, сами по себе изменения в обстоятельствах, когда вам что-то нужно сделать словно по-новому. Я не могу действовать по старому шаблону. Давайте мы узнаем, что будет радовать вас, мои дорогие стрельцы, до конца года. Шестерка мечей. Прекрасная карта, карта заслуженного успеха. И если мы к чему-то прикладываем усилия, успех нам как будто обеспечен. Если мы займем выжидательную позицию, мы что-то можем упустить. Поэтому что будет радовать? Это может быть как работа, новая работа, кстати, когда мы не боимся вступить буквально на непознанную землю без карты, где-то наберемся мужества и начнем какое-то дело. Или, может быть, вы его как раз и начали с 22 января по 18 августа. Приняли вы уже какую-то реальность, приступили к какому-то проекту. Так вот, это может проиграться работа, связанная с перемещением, передвижением, командировками, работа посредством интернет, или когда вы собственную популярность, опять же, посредством интернет, словно увеличиваете, или заявляете о себе миру, делаете себя, да, медийной личностью, у кого-то так тоже может быть, почему нет? Вы очень видные, импозантные люди. И по этой карте проходит еще вообще любой прогресс профессиональный, в принципе. Это может быть еще и как для кого-то из вас будет радовать осуществление какой-то поездки, может быть, и так проигрывается до конца года, или новые возможности по вашему теперешнему месту работы или службы, но от приложенных правильно и вовремя, что немаловажно, усилий, увидеть какие-то возможности будет зависеть наш успех. Одним словом, ничего не будет как прежде, и если хватает у нас решимости и смелости, просто идти вперед, успех нас будет радовать. Значит, будут какие-то возможности. Что будет помогать для вас, мои дорогие стрельцы? Будет помогать то, что будут все время как альтернативные варианты. С одной стороны, это ведь карта выбора, двойка жезлов. Есть два словно пути или две возможности. И с одной стороны, для кого-то это может, ну, так как задача стоять, да, потому что нужно делать выбор. Не сам по себе он гладко приходит, а нам приходится принимать какие-то решения. Но в значении помогать, значит, будут как варианты. Или, может быть, пространство нас будет проверять, словно на решимости, мужества, подкидывая нам такие задачи. Либо мы, ну, где-то так соскальзываем в какой-то прежний шаблон, или мы все-таки отправляемся вперед, чтобы даже, если это необходимо, исследовать непознанную землю без карты. И дорогу осилит идущий, если у нас хватит решимости и смелости идти вперед. Снова нам об этом где-то говорит карты. Нам это будет не только радовать, а именно помогать. Значит, единожды вступив на вот эту дорогу перемен, будут и новые возможности. Что нам может помешать, мои дорогие стрельцы? Давайте мы узнаем, как видят карты. Нам говорят о том, что будет финансовая стабильность. И где-то будет желание, знаете, вот оставить все как есть. Вот поэтому вам, видимо, предыдущие карты и выпадают, что ты не останавливайся, ты где-то, ну, не бойся идти вперед. Прими, что перемены, они будут продолжаться, ты их не изменишь. Поэтому учиться жить в каком-то новом ключе при каких-то новых правилах игры придется сохранять, как и финансовое благополучие, его еще и увеличивать. Но вот какая-то стабильность, да, она у вас будет. И она может немножко тормозить, может быть, не захочется рисковать, или не захочется еще раз, словно заново что-то начинать, или видеть какие-то альтернативные варианты. Будет хотеться все
словно удержать, и вот это может отчасти мешать. Но положительный момент, что как раз по благополучию, по финансам, мои дорогие стрельцы, карта со знаком плюс выпадает. Но где-то, видите, есть такое значение, что нас это может останавливать. Правда, мы не хотим рисковать нашим благополучием, а здесь вот видите, обстоятельства все равно будут меняться. Давайте мы узнаем, какие новые двери будут словно открыты для стрельцов в связи с ретроградным Ураном. Никогда не будет как прежде. Мы эти двери должны увидеть сами, новые возможности. Вот видите, медленно нас ведут к одному какому-то знаменателю, что прими, стрелец, как данность, что новые обстоятельства жизни. И ведь надо сказать, ваша планета, управитель Юпитер, она ведь тоже будет в ретро-движении до конца года в знаке зодиака Телец. Телец любит свою какую-то территорию, благополучие, стабильность. Он не любит, когда вот какая-то чехарда, какие-то непонятки. И на вас это где-то будет действовать. А ведь Юпитер-то у нас в ретро-движении. И Юпитер – это провластная в первую очередь планета. Поэтому вы должны словно свою структуру, какой-то свой порядок создать, даже среди какой-то турбулентности. И никогда не будет как прежде. Вот для вас это важно, какие двери будут открыты, какие-то совершенно новые. И пройти опять же в одиночку нам придется какой-то путь, когда мы рассчитываем сами на себя. Это карта трансформации, я надеюсь, все правильно понимают. И я обычно привожу пример с зернышком, когда мы его посадили в землю. И в первую очередь у нас идет разрушение вот того твердого панциря, вот той оболочки, которая долгое время защищает вот этот маленький росток, который находится внутри. И прежде чем он имел возможность, свободу пробиться к солнцу, оболочка эта должна быть разрушена. Вот что-то подобное происходит по 13-му аркану. Это и есть трансформация. Когда мы, с одной стороны, не должно быть поспешных действий, потому что нам нужно время осмотреться, правильно оценить обстановку. Второй момент. Не делать больше одного шага за раз. Увидеть новые возможности. Если мы спросили, какие двери будут открыты. Новые, правда. Не будет какого-то прежнего шаблона, не будет какой-то, словно, прежней структуры. Вот именно в том порядке и ракурсе, как это было когда-то. Будут все равно изменения, наша задача их просто принять, самого себя, изменить наша задача, мои дорогие стрельцы. Что вы сможете осуществить до конца 2023 года по декабрь? Снова нам говорят про деньги, про финансовую стабильность. Видимо, это какая-то основа ваших свершений, может быть, переездов, мои дорогие, вашего благополучия. Для кого-то по этой карте десятка пентаклей. Благополучие, что я смогу осуществить? Вот как какую-то базу свою, да, стабильную, когда к чему я шел, стремился, у меня это все равно даже получается сделать в новых условиях, при каких-то меняющихся обстоятельствах. У вас как будто получается. Но для кого-то на нашей конкретной жизни это может проиграться как осуществление, правда, переезда. Может быть, и не так далеко. Или улучшение ваших жилищных условий, улучшение в плане финансового заработка. Или построение карьеры, в конечном итоге это тоже деньги, какие-то новые, может быть. Или формы сотрудничества новые по вашему бизнесу и тоже увеличение дохода. Ну, в разном ключе это может проиграться, а также благополучие вашей семьи или вашей пары. Теплый, уютный, надежный дом, какой-то комфортный быт и финансовое положение. Вот что я смогу осуществить. Давайте мы достанем несколько карт, мои дорогие стрельцы, помесячно. И первая карта у нас будет так в целом по ретроградному Урану, что для вас будет означать сентябрь. Паж жезлов – это рождение какой-то идеи, либо это то, что вы себе запланировали. У кого-то это могут быть еще и вопросы, связанные с детьми, но это всегда есть какой-то посыл вдохновения, когда мы занимаемся тем, что нам нравится. Значит, увидеть свои собственные возможности и выбрать правильный фарватер. Вот где-то на сентябрь, чем я буду заниматься дальше. Или чем бы я хотела или хотела, в каком направлении я хотела бы двигаться, себя развивать, свое творчество. Или приложить свои собственные амбиции. Где может быть мое место и мое окружение, где меня понимают, где меня поддерживают. Вопросы окружения тоже у вас могут стоять на повестке дня. Вот это все, словно первый начальный этап, для вас может проигрываться в
в сентябре месяце. Октябрь. Двойка пентаклей, игра с деньгами. Деньги мы не тратим. Быть легким на подъем. Тут не совсем про деньги. Тут больше про взаимодействие. У кого-то есть возможность начать даже бизнес с нуля. Начать интернет-бизнес. Почему нет? Как будто важна способность и умение договариваться с людьми, взаимодействовать с окружающими правильно, именно в каком-то более материальном ключе. Но быть легким на подъем, чтобы приобрести какой-то опыт новый, не отказываться от предложений, как будто мы нарабатываем себе какое-то новое знание, может быть, или, может быть, для кого-то проиграется, я отправлюсь на курсы по изучению языка или по изучению конкретного дела, на курсы усовершенствования или буду осваивать какое-то ремесло. Вот это все по этой карте проигрывается. Или для себя я наметил какую-то новую форму деятельности, мне тоже нужно разобраться, как действовать. Вы можете искать информацию, вы можете, правда, куда-то отправиться, чтобы на местности выяснить какой-то вопрос, как лучше подступиться, да, к этому делу или как лучше что-то осуществить. Поэтому быть легким на подъем – это первое значение по этой карте идет. Потому что, с одной стороны, знаете, игра жизни нас здесь будет где-то в октябре завораживать. У нас будет больше легкости душевной и больше вдохновения что-то осуществить. И чем больше мы здесь наработаем, тем в конечном итоге мы получим каких-то возможностей. Они к нам приходят именно через какой-то новый опыт по этой карте. Не отказываться ни от чего будет важно для вас в октябре. Ноябрь. Что нам принесет месяц с Ураном? Рыцарь мечей. Тут, правда, мы должны увидеть какую-то данность, какую-то реальность. Мы можем столкнуться с людьми, которые нам тоже могут что-то словно доказывать. Люди будут разные вокруг вас, и будет очень важным оставаться на своей волне. Как не потратить деньги, кстати, на ноябрь, куда не следует, не поддаться чьим-то чужим мыслям, не согласиться с чужим мнением. А вот если мы как раз по этой карте в ноябре ищем какую-то информацию, или мы пытаемся в чем-то разобраться, или мы ищем то место, где нам будет хорошо. Причем исходя не из обещаний и надежды на кого-то, а на самих себя. Какая-то есть реальность, и мы ее как будто должны принять. И тогда, если мы как будто умеем видеть безэмоционально обстановку вокруг нас, мы ее правильно оценим, и для нас тогда будут какие-то возможности. Но они приходят каким-то альтернативным путем. Для нас в ноябре будет еще очень важно правильно работать с информацией в принципе, потому что для кого-то это будет как много ложного чего-то или скрытого, а для кого-то из вас, мои дорогие стрельцы, в ноябре вы можете узнать какую-то тайну. Много может быть как и людей в вашей жизни, так и информации как таковой. Поэтому делить надвое, уметь увидеть какую-то истину тоже будет важно. Декабрь, ретроградный Уран. Как для вас, мои дорогие стрельцы? Королева жезлов, ваша карта, ваша энергетика. И здесь нам тоже карта говорит о том, что мы будем больше заниматься своими делами, и королева жезлов очень удачлива. Дело, работа, бизнес, деньги. Вот где-то в этих сферах там ваш и успех. Или мы решаем какие-то вопросы вот именно по вашей работе, по вашему заработку, или новым видам деятельности, или мы чему-то учимся. И в последующем это открывает для нас новые перспективы. Тоже карта нам говорит о том, что мы умело должны с окружающими как-то взаимодействовать. И понимаем, что успех любит тишину, и удача где-то любит молчание. Вот именно это вам будет помогать осуществить какой-то свой очень важный проект. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.